Всем привет! Сегодня фильм «Английский пациент», 1996 год, автор сценария и режиссер Энтони Мингелла, основан на одноименном романе Майкла Онтадже в ролях Райф Файнс, Кристин Скотт Томас, Жюльет Бинош, Вильям Дефо, Колин Фёрд, бюджет 27 миллионов, сборы свыше 230 миллионов долларов. Фильм оскароносный, фильм я видела давно, начало мне кажется скучноватым. Фильм о трагической любви венгерского графа-картографа и замужней женщины на фоне Второй мировой войны. И параллельно развивается история медсестры Ханны, которая ухаживает за умирающим графом. Тема стара как мир, супружеская измена, факт, порицаемый обществом, но всегда находится 100 причин, оправдывающих эти измены. В фильме упоминается роман Анна Каренина. Анну можно понять, брак по расчету, какая любовь к неприятному и нудному старику. Но в «Пациенте» муж в исполнении Фёрта был вполне себе симпатичен и к тому же ее любил. Пытаться разобраться в причинах измены и поисках любви на стороне – дело бессмысленное. Но у меня сложилось такое ощущение, что речь в фильме идет не о банальной интрижке, а об настоящей любви. Другое дело, что нехорошо обманывать мужа, надо было бы признаться и любить другого до смерти. Но не будем забывать, что идет война. Самое безнравственное и ужасное, что может происходить с людьми. На этом фоне чья-то измена выглядит просто пустяком. И смерти 3 человек, участников любовного треугольника в сравнении с людскими потерями на войне, тоже не кажутся слишком трагичными. Все так. Но когда вернувшийся граф выносит из пещеры умершую в одиночестве, в темноте, в холоде, возлюбленную, почему-то веришь в эту настоящую любовь и не можешь сдержать слез. Я подумала, что когда участники любовного треугольника умирают, это, наверное, лучшее, что может произойти с ними. Останься они все живы, что ожидало бы их? Двоим придется продолжать жить с чувством вины предателей, а третьему с чувством обиды, ревности предаваемого. В каком-то британском фильме прозвучала такая мысль, что все писатели пишут про себя, дескать, не верьте никому, кто говорит, что он сочинил эту историю. И я охотно в это верю, потому что заставить читателя или зрителя сопереживать героям невозможно, если нет какой-то правдивости происходящего. Ну, за исключением, может быть, истории писателей-фантастов и писателей детективного жанра. Вот и в «Пациенте». Судя по возрасту, автор книги не мог быть участником этих событий. Может быть, он услышал ее от кого-то, но у меня сложилось устойчивое мнение, что эта история реальна. Актеры Рай Файнс и Кристин Скотт Томас мне показались очень похожими внешне. Светлые волосы, голубые бездонные глаза. Большой нос не портил Кристин, и мне пока она показалась просто красавицей. В некоторых странах жестоко наказывают за прелюбодеяние. В других сей факт портит репутацию, иногда даже ставит крест на карьере звезд, но все равно это повторяется снова и снова. Писатель и драматург Эдвард Радзинский в одной из телепередач как-то сказал, что отличает любовь от нелюбви. Это чистота. За дословность не ручаюсь, но мне показалось, что я понимаю, о чем он говорит, и я абсолютно с этим согласна. И всегда, наверное, можно понять глубину чувств по финалу истории. Умирающий граф вспоминает эту любовную историю. Чувство вины в смерти супружеской пары перемежается с горечью утраты возлюбленной и желанием покончить с этим бессмысленным существованием. Параллельная сюжетная линия с медсестрой Ханной и Сикхом тоже довольно трогательна. Война и смерть, но для любви всегда найдется место и время даже на войне. Сцена людской радости по причине окончания войны не может оставить зрителя равнодушным. Война – это не то состояние, в котором должен пребывать человек, рожденный во имя жизни. Что побуждает человека пытаться овладеть тем, что ему не принадлежит? А с другой стороны, человек не вещь, что принадлежать кому-то. Он принадлежит сам себе. Но не всегда человек свободен, он связан обязательствами с другими людьми. В любви человек эгоистичен. Из прощального письма Кэтрин. Мы умираем. Мы умираем. Мы умираем, обогащенные любовью, путешествиями, всем, что вкусили, телами, которые вошли, по которым плыли, как по рекам, страхами, в которых прятались, как в этой мрачной пещере. Хочу, чтобы это оставило след на моем теле. Мы — истинные страны, а не те, что начертаны на карте, что носят имена могущественных людей. Я знаю, ты придешь и отнесешь меня во дворец ветров. Это все, чего я хотела. Отправиться в такое место с тобой, с друзьями, на землю без карт. В общем, не все так однозначно в фильме, как в нашей жизни. Киноистория меня зацепила, я ее всем рекомендую к просмотру. Наверняка найдутся люди, которые ее не видели. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всем пока.